Беременность для слонихи Люси в этот раз оказалась не просто испытанием, она превратилась в борьбу за жизнь. Хотя у нее уже был опыт материнства, нынешние роды были гораздо сложнее и тревожнее. С каждым днем ее живот становился все больше, движения замедлялись, и даже простые шаги давались с трудом. Привычная энергия исчезла, уступив место усталости и постоянному напряжению. Люси, обычно активная и независимая, теперь выглядела измотанной и уязвимой. Слонихи славятся своей выносливостью, но на этот раз даже крепкая Люси с трудом справлялась с нагрузкой. Ее тело и сознание будто накалились от внутреннего напряжения. Персонал заповедника Амбасели, где Люси проживала много лет, с тревогой наблюдал за ее поведением. Малейшие изменения не ускользали от опытных глаз, каждый шаг, каждое движение хобота говорило о том, что приближается момент родов. Когда один из смотрителей заметил особенно тревожные признаки, он тут же сообщил коллегам: Люси изменилась. Такое поведение — знак. Надо срочно вызвать ветеринара. Ветеринар, специалист по слонам, прибыл как можно быстрее. Он сразу обратил внимание на то, как тяжело Люси двигалась, тяжелое дыхание, частые остановки, болезненные звуки. Она пыталась найти удобное место, теребила деревья, качалась из стороны в сторону. Ветеринар сказал: это будет долгий и непростой процесс. А если это действительно близнецы, нужно готовиться ко всему. Рождение близнецов у слонов — крайне редкое явление. В природе лишь около 1% слоних рожают двойню. Даже если малыши появляются на свет, выживают, как правило, только самые сильные. Организм матери испытывает колоссальные нагрузки и далеко не всегда способен обеспечивать двух детенышей всем необходимым от молока до защиты. Роды у Люси начались в полной тишине, но вскоре все изменилось. Ее стоны становились громче, хобот метался в разные стороны, а глаза выражали не страх, а почти человеческое отчаяние. Персонал, хотя и был подготовлен, чувствовал сильное волнение. Несколько часов прошли в напряженном ожидании. Стая, которой принадлежала Люси, окружила ее, образовав защитное кольцо. Это естественное поведение слонов. Вся стая помогает роженице, защищая ее и новорожденных. И вот, наконец, произошло невероятное. На свет появились двое детенышей. Люси родила близнецов. Это стало шоком для персонала. Мгновения и эмоции переполнили всех. Один из рейнджеров закричал: «Близнецы! Это невероятно!» Однако вместе с радостью пришло понимание. Теперь все только начинается. В природе воспитывать двух малышей крайне тяжелая задача. Один из них почти всегда оказывается слабее, и матери, как бы это ни было жестоко, инстинктивно концентрируются на более жизнеспособном. К тому же возникла новая проблема. Старшая дочь Люси, взрослая слониха, отреагировала враждебно. Вместо поддержки она начала демонстрировать агрессию к новорожденным, топала ногами, тревожно фыркала, пыталась оттолкнуть их. Это поведение сильно удивило сотрудников, ведь слоны обычно проявляют заботу о младших, это странно, отметил один из работников. Обычно старшие помогают, а она словно злится. Вмешиваться пришлось другой опытной самке. Она подошла, мягко оттеснила агрессивную слониху хоботом и восстановила спокойствие в стае. Тем временем один из малышей вызывал особую тревогу. Он слабо двигался, с трудом пытался подняться на ноги, но снова и снова падал. Его брат был активнее, он уже стоял и делал первые шаги. Люси, несмотря на изнеможение, не отрывала глаз от слабого малыша. Она толкала его хоботом, будто говоря: «Вставай, борись». Ее лицо выражало беспокойство, а тело, казалось, готово было рухнуть от усталости. Персонал осознавал, что детеныш в критическом состоянии. Но вмешиваться — риск. Природе нужно дать шанс саморешить, как будет дальше. Все, что могли сделать люди — наблюдать, быть рядом и надеяться. Стая тоже не осталась в стороне. Старые самки подошли ближе, молодые слоны наблюдали издалека, но никто не мешал процессу. Это было единение. Борьба Люси становилась делом всей группы. История Люси — это история силы, боли, материнской любви и надежды. Несмотря на все сложности, она справилась. И даже если один из малышей окажется слабым, он уже был окружен заботой, вниманием и верой в его жизнь.
Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!